Мы обещали, мы сделали. То же время, то же место, только уже не DoorDash, а Uber. 152,50 было на прошлой неделе на DoorDash. Скоро узнаем, сколько будет на Uber. Сразу видно богатей. Одна из горящих точек — это пятерочный магазин. Время еще 10 нету. Полчаса, полет нулевой. Что будем делать? Ну, будем ехать. Будем кататься по горящей зоне. 1,5 часа уже мы тут катаемся. И никакого американца еще не накормили. Сами уже проголодались. Мы включили Дашер. Uber молчок. И у Дашера сразу за минуту есть заказ. Цветочки. Это наша вторая попытка записать, сколько мы заработаем на Uber Eats. Ну вот, пока $9 2 цента. В прошлый раз мы честно пытались. В Thousand Oaks мы поехали в то же место, в то же время. Спустя 3 или 4 часа у нас было что-то 20, что ли, долларов 25. В общем, вообще какой-то кошмар был. И мы решили, записать по-новому, уже в другом месте, в другое время. Мы сейчас, это Глендейл, Порто, одно из самых таких пиковых мест. 2:30 дня. И чего? И напомню, $9 2 цента. И, наверное, я не хочу, но мы включим DoorDash. Ну что, мы устраиваем битву приложений. Uber против DoorDash. Кто нам больше ничего не даст? Я вообще не понимаю, как это все работает. Но мы ждем. Все ради вас. Ой, дождались. Тут включаем, там выключаем. Ну, сыграл Uber. Have a good day. Следуйте по маршруту, затем поверните направо на дорогу East California Avenue. Ну так мы пробьем первый миллион. Нет, конечно. Так, а что у нас? Где карты? Че, бомбим Uber, зарабатываем денежку. Кормим толстеньких и худеньких американцев. Не за бесплатно. Ого, у нас на YouTube новый подписчик. Спасибо. О делах актуальных. Ехать 12 минут. Будем в 2:09. Курьера, то есть меня ждут к 2:10. Более чем уверен, что мы приедем с запасиком. Вообще, чем Uber приятнее, это тем, что он не заставляет, не принуждает к такой спешке. Тут, в отличие от DoorDash, строгих таких наказаний, что опоздали на минуту, на 5, на 10, на 20, это уже тоже, конечно, перебор, но нету. Они спокойнее к этому относятся. Тем более в приложении можно тут отмечать пробки, шмопки. Оно более доступно. Кстати, само приложение у Uber более юзабилити, это называется. У Uber, в отличие от DoorDash, есть интеграция с CarPlay. То есть я все, что надо, приложение, карту, голосовые подсказки, все дублирую на большой нормальный экран. Через четверть мили поверните налево на Калифорнии 134 Вест по полосам 2 слева. Yes, ma'am. Мы в нашем ролике про DoorDash упоминали, коротко рассказывали, что DoorDash, Uber, все остальные — это гиг-компании. Ты в них не работник. Ты вольнонаемный, самозанятый.
Если ты это будешь держать как просто подработку, ты ничего не заработаешь. Но как бы сами компании не говорили, мы лишь средства подработки, огромное количество, тысячи, если не миллионы людей живут именно работая в DoorDash, работая в Uber Eats, работая в такси. Они основной работой сделали подработку. Несколько штатов отстояли позицию работников Uber, DoorDash, и теперь им гарантирована почасовая минимальная заработная плата в тех штатах, где они смогли это сделать. В Калифорнии сейчас тоже организуют профсоюз, мы отстоим, чтобы минимум сколько. Ну, просто это все куда идет? Это все идет, конечно же, перекладывается на тех, кто заказывает. Если раньше человеку это стоило, ну, условно, доставка стоила $10, без учета самого заказа, то теперь она будет стоить 15. А сами компании, ой-ой-ой-ой, что-то у нас уже тут слишком много расходов на водителей, а надо ли нам их столько тоже? И людей начинают отключать. Ну, а возвращаясь к нашей битве приложений, DoorDash уже $12.90. И мы из Глендейла уехали в Пасадену. Да, такое бывает. Не вечер пятницы, а мужичок заказал себе ящик, ну, разных напитков, негазированных. Если это кто-то увидит, спасите меня. Пожалуйста. Сейчас главное никого не спугнуть. С той стороны дороги легендарное место. Мы его назвали Жральней. Почему? Потому что тут кейтеринговая служба готовит для нескольких сетевых ресторанчиков. Не Макдак, KFC, рангом повыше. Почти, наверное, все машины, которые стоят вот с той стороны, может быть, за нами, это доставщики. 20 минут, наверное, в общей сумме стояли мы около жральни. 0. Зеро. Дырочка от бублика. Поехали. Думаю, просто поехали в другое место, даже без разбора. Что вы думаете, сразу прилетает? О! Так, сейчас будет самое интересное. Это не, конечно, не сколько денег мы получим, а сколько нам ехать. 2 минуты ехать. Грусть, тоска. И, ну, нет, плакать, конечно, не хочется, но слезки подступают. Ладно. 43,81 за 5 часов. $43.81. Совершено 6 поездок, 8 предлагали. Видимо, от 2 мы отказались, я не знаю. Ну, в общем, Uber сегодня себя не проявил. Блин, как и в тот раз, когда мы пытались вам доказать, ну, не доказать, сравнить. Я не знаю, что, I don't know. Но мы и DoorDash сегодня тоже пытались. И на DoorDash, 22, что ли. Плюс еще, я не знаю сколько, будет доплата. Так называемый adjustment. И если твой доход за активное время не превышает минимальную заработную плату. И некоторые благодаря этому аджастменту очень неплохо живут. Особенно те, кто работает на Инстакарте. Особенно те, кто работают с 2, с 3, с 4 аккаунтами. Они делают 2-3 заказа в течение всего дня. То есть, условно, ты вот таким вот ленивым темпом заработал $300 в неделю,
и получил еще $300 аджастмента. Итого 600. 600 в неделю с одного аккаунта. Если у тебя несколько аккаунтов, соответственно, умножают на количество аккаунтов. Все вот эти компании, напомню, они берут только тех, кто может легально работать в США. У тех, кого нет, или тот, кто очень хитрый, они берут на прокат. Вот я, например, легальный мигрант в Америке. Uber, DoorDash, Instacart, все, что могу, да, я начинаю сдавать, и на меня будут, поверьте, если с каждой из этих трудолюбивых людей сделает хотя бы по 8 тысяч в месяц, то Uber, DoorDash, Instacart, в общем, условно, 5 приложений, 5 на 8, 40 тысяч в месяц. В год 4. Да я вот просто мог бы жить уже в Беверли-Хиллз. И вот с этих почти 500 тысяч мне пришлось бы платить налоги. Они бы столько не списали, никто столько не спишет. Работа непростая. Очень непростая. Ты всегда за рулем. Уважаема ли она в обществе? Вы знаете, да. Уж что-что, американцы здесь к доставщикам относятся минимум нормально. Максимум хорошо. И на дорогах, и когда ты им привозишь. У них нету вот этого. Он работает в Uber Eats, потому что он больше ничего не может. Даже если человек больше ничего не может, это не твое дело. Он тебе привез, все цело, вкусно, скажи спасибо. В общем, пришло время ехать домой, отдыхать, смотреть чужой ютубчик, сериалы. Так что я иду в другую сторону от заката. Ну, потому что я там припарковался.